Всем привет, с вами профессор Березовский. Добро пожаловать на мою новенькую лекцию по Call of Duty Mobile. Ребята, с выходом эпического агрессора Кардинал я получил очень много комментариев с просьбой сравнить агрессор и DRH, а также ответить на вопрос, какое оружие лучше нагибает. Ведь скин на агрессор Кардинал ну очень уж похож на DRH, вы собственно сами все видели. И мушка у них стала также очень похожа. Так как визуально получилось плюс-минус одно и то же, да и мушка у них почти одинаковая, как я уже сказал, то важно понимать, какое оружие лучше. Я решил немного расширить сравнение и добавил в наш список ASM-10, ведь он также сносит врага в сетевой игре с 3 пуль. И в итоге, что мы получаем? А мы получаем сравнение самых мощных штурмовок в Call of Duty Mobile. В общем, заварите себе самый вкусный чай или сделайте кофеек, возьмите вкусняшек, устраивайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Начнем с вами с такой вводной вещи, как перезарядка. Видим, что медленнее всего перезаряжается ASM-10, а быстрее всех DRH. Тоже можно сделать по этому поводу вывод. Далее цифры. По ХП сравнение среди пушек неоднозначное вообще, но в принципе видно, что на дальних дистанциях агрессор тащит. Но вот на ближней 5 и 10 метров вообще неоднозначно. Далее посмотрим эту ситуацию по пулям. Вот по пулям все в принципе становится понятно. Агрессор тащит практически везде. Кроме 5 и 10 метров. Вот, то есть там, в принципе, одинаково в грудь и в голову. Давайте с вами замерим скорострельность для выведения нашего ТТК. Но, ребятки, учитываем то, что разное количество патронов. У DRH это, по-моему, 25, у агрессора 20, у ASM 30. Поэтому ТТК будет рассчитываться на количество патронов. По ТТК, ребят, все становится видно и очевидно. 5-10 метров тащит DRH, прям очевиднейше. 20 метров нет, вот на 30-ке да. Давайте ХП в топовых сборках сравним. Топовые сборки это максимальная дистанция, то есть монолит плюс меткий стрелок, там ОВС, короче говоря. Вот, сравнение по пулям остается такое же, как и ХП, то есть тащит агрессор, мы здесь видим. И давайте ТТК с вами, и тут будет вывод. 5-10 метров, 20 метров тащит DRH по ТТК, тут все очевидно. 30 метров уже агрессор вытаскивает, и 40 метров снова DRH. Ребятки, тут кроме 30 метров имба это DRH. Вот такие дела. Поэтому вывод следующий, что лучше брать DRH среди 3 пушек. Вот такой, собственно, вывод по ТТК. Я думаю, это очевидно. Плюс давайте соберем сначала ASM для королевской битвы. Все сборки для сетевой игры, ребятки, я уже собирал, я делал. Посмотрите ролики ранее. Для ASM было, для DRH было, для агрессора было. Посмотрите, для сетевой были раньше ролики. Так, у ASM, ребятки, проблема в том, что носит ASM в КБ как девушку легкого поведения. Да и вообще, в принципе, и в сетевой это тоже, но в сетевой это не важно. Не совсем. Так, там ближняя дистанция больше. Патроны можно ставить, в принципе, если вы будете зажимать на даль. Но если не зажимаете на даль или играете соло против соло, то можно и не ставить боезапас, а подбирать как раз таки перк на патроны. Так, можно рельефную рукоятку поставить, но потеряется точность. А у ASM с этим проблемы, потому что, повторюсь, эту пушку носит на даль как девушку легкого поведения. Просто, я не знаю, ее чертовски разносит, как, не знаю, пьяную бабушку. Так, ударную переднюю рукоятку ради точности вертикали. И в принципе, можно вот так вот отыгрывать. Но ASM очень неподвижная пушка. Она тяжелая, слонярски, просто ужасно тяжелая. Будет медленное прицеливание и так далее. Но, ребятки, зато вот так пушка будет вести себя стабильно. Поэтому забирайте вот такую сборку для КБ, юзайте, разносите и прям, не знаю, нагибайте имбово. Так, далее, ребятки, агрессор Кардинал. Естественно, ставим уникальнейший у нас дульник. Это RTC, собственно, да, красненький. Далее, меткий стрелок ОВС, ибо самая высокая дальность. Далее поставим, я думаю, приклад. Да, вот этот, наверное, МИП. Потому что на скорость прицеливания это будет сразу минус вертикалка, минус стабилизация, точность и так далее. А вот здесь всего лишь минус скорость перемещения при прицеливании, это фигня. Но у вас будет стабилизация и прочее. Далее лазерку ради скорости прицеливания чуть-чуть все-таки повысим и точности в этом прицеле.
Вот, и здесь, блин, ребятки, но это агрессор, там у вас по стоку 20 патронов, это просто must have, реально 30 патронов в королевской битве, хотя бы у такой боезапас, и то надо подбирать перк, чтобы было 40 там и более, вот, поэтому хотя бы вот так, ребят, забирайте, на здоровье забирайте сборку и юзайте. Так, далее. Давайте соберем DRH. Естественно, поставим мы с вами магазин на 25 патронов ОТМ повышенного боевого действия, потому что без него DRH вообще не разваливает сетевой, например, с 3 патронов. То есть без этого боезапаса DRH, как обычная пушка, будет стрелять. Она не будет самой мощной. Только этот боезапас делает эту пушку самой мощной. Так, меткий стрелок ОВС ставим. Блин, похоже на глушитель, если честно. Смотришь тогда, оп, а меткий стрелок реально похож на какой-то интегральный встроенный глушитель, короче. Странно очень, ну ладно. Так, может табак. Монолитный глушитель ставим ради увеличения дальности. Далее ставим приклад ради стабилизации и точности. И смотрите, ребятки, сразу скажу, давайте лазер сначала впихнем сюда. Там точность, скорость прицеливания. И приклад я все-таки МИП вот ставлю, потому что стабилизация... Так, ну да. Короче, ребят, смотрите, такая идея. Если вы будете играть без приклада, это, например, Алькатрас. Почему я не ставлю рельефку? Потому что теряется точность у DRH, и на даль вы уже не позажимаете, будет мимо прицела лететь, мимо мушки. Можно поставить ударную переднюю рукоятку, но зачем, если у DRH как бы нет проблем каких-то с вертикальной отдачей. То есть очень легко контролируется, очень легко на даль зажимается. У DRH с этим нет проблем. Поэтому я, наверное, пожалуй, откажусь от вот этой вот, да, как бы рукоятки, получается, в сторону именно стабилизации, потому что стабилизация, давайте еще раз взглянем, тут будет еще минус скорость перемещения к тому же, вот, стабилизация и точность в совокупности дают вам просто, ну, как орлиный глаз, то есть точность прям в точечку, прям вот в мушке, как в прицеле. Поэтому все же я вместо вот этой рукоятки поставлю, собственно, приклад. Потому что у нас будет стабилизация, горизонтальная отдача к тому же, а это все дает нереальную имбовую точность на пушках. Вот такие, друзья, ребята. Так, давайте дальше, короче говоря, все собрали, давайте соберем, точнее не соберем, а контроль работу сделаем. Так, к моему дропу решил пойти, ага, мой дроп, мои правила, моя зона, мои правила. Так. Все, взяли DRH, посмотрим, что кого. Опаньки. Кстати, от бедра стреляет классно. Вот от бедра DRH стреляет классно, как бы вопросов нет, реально. Все круто. Ребятки, сразу, если вы DRH юзаете в КБ, просто, ну, ищите, что хотите делайте. Ищите перк на увеличение боезапаса, на увеличение патронов, потому что без этого перка у вас 25 патронов, и это как бы, если выходит один человек, ладно, но если выходит 2 человека, уже такое. Если 3 человека, уже все, уже патронов не хватит, например. Так, а ну-ка, посмотрим, как оно сносит. Нормально, наблизь нормально. Сблизи, ребят, нормально. Но сблизи практически любая пушка нормально сносит, поэтому, ну такое. Пока надо поискать на даль что-нибудь, чтобы понять вообще, как DRH стреляет на даль. Ребятки, играем до первой смерти, объясню почему. Потому что я сейчас умру, и пока я найду еще один дроп там и так далее, будет неинтересно. Опа, ну-ка зажим. О, ребята, я все понял. Сейчас свое мнение выскажу, ребят, сейчас выскажу мнение. Короче говоря, почему до смерти играю? Так, а ну-ка. Понял. Он решил типа на дропшоте выехать. Ага. Вот, короче, ребят, потому что если я сейчас умру, а я, скорее всего, с DRH умру и не смогу затащить, показать вам уровень профессорский, ибо это не калаш, я буду долго искать свой дроп, на дропе будет куча чуваков, я не смогу DRH забрать, короче говоря, и, в общем, вы будете тупо смотреть геймплей с другим оружием. А все-таки хочется DRH в контрольной работе посмотреть. Вот такие дела. Так, здесь подбираем. Короче, ребят, по поводу зажима на даль. Сейчас был челик на крыше. Нет, ребят, это не калаш. Нет. Калаш просто щелчок, щелк и все. Нет хп, нет брони, челик отдыхает в лобби. Все.
Буквально за мгновение, за секунду. Кто сидит на моих стримах, знает и понимает, как АК-47 работает на даль. Это просто мета-имбовая пушка. Ее не хотелось бы, чтобы пофиксили, потому что просто челик сидит, меня с локуса стреляет, он делает по мне один выстрел, мне хп сносит, но я его перестреливаю, потому что он не успевает сделать второй выстрел с локуса, например, там, или с другой этой снайперки. А с ДРH, с АК-117, с М4, господи, я стреляю и стреляю, стреляю и стреляю, стреляю и стреляю, и никак не могу достреляться, потому что, блин, долго сносит. Вот такие дела, ребят. По ощущениям, очень долго, очень долго. Так, что мы тут имеем? Мы имеем тут рядышком дроп, на который желательно сейчас прийти и что-нибудь там найти. Угу. У меня щит, да, есть, получается? О, вон этот, короче, сейчас щит поставлю, ослеплю его. То есть щит сказал мне нет. Ладно, ребятки, щит сказал мне нет, ну, получается, булщит, ясно. В общем, ребятки, всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, как всегда, с меня годный контент, с тебя лайкос. Всем до новых встреч и пока-пока.